Солнце безжалостно выжигало последние соки из увядающей дальневосточной тайги. Воздух был густым, сухим и неподвижным, словно застывшим в ожидании грядущих осенних штормов. Маленький амурский тигренок, которому едва исполнилось 10 недель от роду, мчался изо всех сил по сухим ломким зарослям. Его сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот вырвется из крошечной груди. Он потерял из виду мать еще утром, отвлекшись на шорох в кустах, и теперь расплачивался за свою детскую неосторожность. За его спиной раздавался хруст веток и тяжелое хриплое дыхание. Стая голодных, изможденных долгой бескормицей волков гнала его уже несколько километров. Их холодные, безжалостные желтые глаза были прикованы к крошечному полосатому силуэту, мелькающему между пожелтевшими кустами леспедеции и элеутерококка. Тигренок инстинктивно петлял, пытаясь сбить преследователей с толку, но хищники брали его в кольцо. Он слышал за спиной их утробное рычание и клацанье челюстей, которое становилось все ближе с каждой секундой. Маленькие лапы уже стирались о жесткую землю, а легкие горели от нехватки кислорода. Впереди, среди моря пожелтевшей, выжженной солнцем травы, показалось одинокое старое дерево. Это был могучий, но давно высохший дуб с перекрученным узловатым стволом и редкими раскидистыми ветвями, напоминающими скрюченные пальцы великана. Тигренок не колебался ни секунды. Первобытный инстинкт выживания гнал его вперед, подсказывая, что это его единственный, пусть и призрачный, шанс на спасение. Собрав последние крохи сил, детеныш резко оттолкнулся задними лапами и высоко подпрыгнул, вонзив свои еще мягкие, но уже острые когти в грубую шершавую кору дуба. Сначала его лапы предательски скользнули вниз, оставляя на коре светлые борозды. Живот обожгло болью от трения, но страх оказался сильнее слабости. Он упрямо зацепился сильнее, напряг все свои крошечные мускулы и начал отчаянно карабкаться вверх, подтягиваясь на передних лапах. Внизу волки уже окружили основание дерева. Они подпрыгивали, яростно щелкая зубами в считанных сантиметрах от пушистого хвоста беглеца. Их рычание звучало глухо, злобно и зловеще в горячем неподвижном воздухе тайги. Тигренок в панике поднимался все выше, перебираясь с ветки на ветку. Внезапно одна сухая, прогнившая изнутри ветка предательски треснула под его весом. Детеныш сорвался вниз на несколько десятков сантиметров. Острый обломок сучка царапнул его шею, оставив довольно глубокий, кровоточащий порез. Тигренок тихо и жалобно пискнул от неожиданной острой боли, но адреналин заглушил ее. Он продолжил карабкаться, пока не добрался до надежной узкой развилки толстых ветвей на высоте около 4 метров. Там он вжался в ствол, сливаясь с корой, тяжело и часто дышал, содрогаясь всем телом от пережитого ужаса. Внизу волки не собирались сдаваться. Они продолжали кружить вокруг дуба, вытаптывая траву, иногда подпрыгивая и пытаясь дотянуться до нижних ветвей. Их терпение было велико. Инстинкт стайных охотников диктовал им ждать, пока жертва сама не упадет от изнеможения. Проходило время. Беспощадное солнце поднялось в зенит, повиснув прямо над лесной поляной белым слепящим диском. Невыносимая жара давила на все живое, воздух словно дрожал и переливался в густой маревой дымке. Спустя несколько часов томительного ожидания волки начали терять интерес. Их животы громко урчали от голода, а инстинкт подсказывал, что тратить энергию на сомнительную добычу под палящим солнцем неразумно. Один за другим они отворачивались от дерева и трусцой уходили в густые заросли, бесшумно растворяясь среди высокой травы и кустов шиповника. Но тигренок оставался на дереве. Боль в порезанной шее усиливалась, а жажда сушила горло. Каждый раз, когда он осмеливался посмотреть вниз, его лапы начинали непроизвольно дрожать. Высота казалась ему огромной и непреодолимой, а спасительная твердая земля — слишком далекой. Его нежные мышцы затекали от неудобной позы, а маленькие когти постепенно уставали намертво держаться за кору.
Он издавал тихий, полный отчаяния жалобный звук, зовя мать, но в ответ слышался лишь шелест сухого ветра в кронах деревьев и далекие равнодушные звуки огромного леса. Высоко в белесом небе начали появляться крупные птицы. Стервятники медленно и зловеще кружили в восходящих теплых потоках воздуха. Их широкие черные крылья отбрасывали жуткие скользящие тени на землю. Они были терпеливы и мудры, понимая, что маленький, обессиленный зверь не сможет держаться вечно. Тигренок начал неотвратимо слабеть. Его передние лапы предательски заскользили по коре на несколько сантиметров, и он едва удержался от падения, зажмурив глаза. И вдруг гнетущую тишину нарушил мощный, почти оглушительный взмах огромных крыльев. На толстую ветвь неподалеку от тигренка с шумом опустился исполинский беркут. Повелитель неба с темно-бурыми перьями, золотистым отливом на затылке и страшным, сильным крючковатым клювом. Он повернул голову и внимательно посмотрел на маленького, дрожащего от ужаса тигренка. Вопреки ожиданиям, острые, как бритва, глаза птицы были спокойными и изучающими. Беркут не выглядел агрессивным. Он не принял позу для атаки и не спешил улетать. Птица осторожно расправила свои двухметровые крылья и бесшумно перелетела на ветку чуть ниже, оказавшись почти под самым тигренком. Детеныш угрожающе зашипел, обнажив крошечные клыки, и плотно прижал уши к голове. Но орел оставался совершенно неподвижным, словно статуя. Его широкая мощная спина и расправленные крылья оказались прямо под слабеющими лапами детеныша. Несколько долгих напряженных секунд тигренок колебался, переводя полный паники взгляд то на смертоносную высоту внизу, то на огромную птицу под собой. Затем какой-то древний, необъяснимый инстинкт или крайняя степень отчаяния подсказали ему безумное решение. Когти окончательно соскользнули с коры, и он осторожно, с замиранием сердца, опустился на широкую спину и крылья беркута, судорожно цепляясь коготками за жесткие прочные маховые перья. Птица издала тихий клёкот. Медленно и величественно расправила крылья, оттолкнулась от ветви и плавно по широкой дуге спланировала ближе к земле. Аэродинамика огромных крыльев позволила выдержать вес маленького котенка. Через мгновение мягкий удар о землю возвестил о спасении. Тигренок скатился в спасительную траву и, мгновенно не оглядываясь, бросился в густые спасительные кусты. Беркут тяжело взмахнул крыльями, некоторое время внимательно смотрел в ту сторону, где исчез будущий владыка тайги, а затем мощными рывками взмыл в небо и растворился в бездонной голубой высоте. Спустя несколько часов в эту отдаленную часть огромного таежного заповедника приехал старший инспектор по охране природы по имени Дмитрий. Это был крепкий, обветренный мужчина с внимательными серыми глазами, знающий каждый распадок в этих краях. Он медленно ехал на своем старом, видавшем виды внедорожнике УАЗ по заброшенной лесовозной дороге, внимательно осматривая местность через открытое окно. Вдруг его натренированный взгляд выхватил неестественное пятно среди пожухлой травы. Дмитрий резко ударил по тормозам. Он заметил маленького тигренка, который лежал, свернувшись в дрожащий клубок, неподалеку от корней старого высохшего дуба. Инспектор заглушил мотор, осторожно вышел из машины и, стараясь не делать резких движений, медленно приблизился. Детеныш был в критическом состоянии. Он выглядел катастрофически слабым, сильно обезвоженным, его бока тяжело вздымались, а на шее зияла запекшаяся рана от глубокого пореза, вокруг которой уже начала собираться мошкара. Понимая, что счет идет на минуты, Дмитрий снял свою штормовку, аккуратно, чтобы не причинить лишней боли, завернул в нее сопротивляющегося из последних сил тигренка,
поднял его на руки и бережно уложил на соседнее сиденье внедорожника. Дорога до реабилитационного центра заповедника заняла около 2 часов, которые показались Дмитрию вечностью. Там за дело немедленно взялись опытные ветеринары. Они осторожно промыли и обработали рану на шее антисептиками, наложили швы, поставили капельницу для борьбы с обезвоживанием и через соску дали детенышу первую порцию специальной питательной смеси, заменяющей молоко матери. Первые несколько суток тигренок балансировал на грани. Он почти не двигался, лежал в углу теплого вольера и лишь тихо, жалобно поскуливал во сне, заново переживая ужас погони. Но забота, правильный уход и мощная природная генетика взяли свое. Через неделю его силы начали заметно возвращаться. Вскоре он уже уверенно, пружинистым шагом ходил по просторному вольеру, играл с подвешенными бревнами и внимательно наблюдал за всем, что происходило за сеткой. Его детская тусклая шерсть постепенно сменилась густой, блестящей и ярко-рыжей шубой с четкими контрастными угольно-черными полосами. А в некогда потухших глазах снова начал разгораться дикий живой огонь истинного хищника. Дмитрий привязался к спасенышу. Он часто приходил к вольеру после дежурств, садился на корточки у сетки и подолгу наблюдал за растущим зверем, разговаривая с ним тихим, спокойным, успокаивающим голосом. Зверь, получивший кличку Амур, постепенно привык к запаху и тембру голоса этого человека. Он перестал бояться Дмитрия, иногда даже подходил вплотную к ограждению и терся о сетку мощным плечом, издавая приветственное фырканье. Прошло долгих 18 месяцев. Из испуганного слабого комочка шерсти Амур превратился в великолепного молодого тигра, сильного, ловкого и смертоносно красивого. Наступил тот самый радостный и одновременно грустный день. День возвращения в естественную среду обитания. Сотрудники заповедника погрузили спящего под легким транквилизатором тигра в специальную прочную транспортную клетку и отвезли его за сотни километров от базы в глухую, удаленную и богатую копытными долину, надежно скрытую среди неприступных скал и непроходимого кедрового леса. Когда машина остановилась и препараты перестали действовать, Дмитрий лично подошел к клетке. Он взялся за засов, глубоко вздохнул, открыл тяжелую металлическую дверцу и сделал несколько шагов назад, давая зверю пространство. Амур не выскочил сразу. Он осторожно, бесшумно выставил наружу массивную лапу, затем показалась его огромная полосатая голова. Он долго втягивал носом холодный свежий таежный воздух, полный незнакомых, но таких манящих запахов свободы. Выйдя из клетки полностью, тигр потянулся, играя могучими мышцами под роскошной шкурой. Затем он остановился и на мгновение обернулся. Его янтарные немигающие глаза встретились с серыми глазами человека, который подарил ему вторую жизнь. В этом взгляде не было ни страха, ни агрессии, только спокойное признание. Спустя секунду тигр бесшумно скользнул в высокую осеннюю траву и словно растворился среди кустарников, не оставив после себя ни звука. Прошло еще 4 года. Заповедник жил своей чередой сезонов, а Дмитрий продолжал нести свою нелегкую службу. Наступила поздняя осень, когда тайга становится прозрачной и суровой. Однажды Дмитрий отправился в дальний одиночный патруль. Ему нужно было проверить труднодоступное каменистое ущелье на границе охраняемой территории. Накануне там были замечены свежие следы, похожие на отпечатки ботинок возможных браконьеров, женьшенеискателей. Оставив машину у подножия, инспектор начал пеший подъем. Склон оказался коварным, отвесным, покрытым предательски скользким мхом и живыми камнями. Когда Дмитрий находился на самом опасном участке выступа, огромный пласт породы под его сапогом неожиданно подался вниз. Инспектор потерял равновесие. Он попытался ухватиться за корень дерева, но пальцы соскользнули. Дмитрий с глухим скриком рухнул вниз, пролетев несколько метров по крутому склону, и жестко приземлился между 2 гигантскими гранитными валунами.
Его правая нога провалилась в узкую расщелину, и когда тело по инерции дернулось вперед, раздался страшный хруст. Резкая ослепляющая боль пронзила все тело, заставив Дмитрия закричать и потемнеть в глазах. Кость была сломана, а нога оказалась намертво зажата в каменных тисках. В довершение катастрофы при падении рация, пристегнутая к поясу, выскользнула из крепления, срикошетила от камня и с глухим стуком упала в глубокую темную трещину под валунами, куда невозможно было дотянуться рукой. Дмитрий остался один. С зажатой сломанной ногой, без связи, в десятках километров от ближайшего кордона. Солнце неумолимо клонилось к закату, тени в ущелье удлинялись, а температура воздуха начала стремительно падать. Холод пробирался под одежду, боль пульсировала в такт ударом сердца. Пришло страшное, леденящее душу осознание. Если его не хватится до утра, он может просто не пережить эту ночь от болевого шока и переохлаждения. Или же запах крови привлечет медведей-шатунов, которые в это время года особенно агрессивны. Когда первоначальный шок немного отступил, уступив место холодному отчаянию, Дмитрий вдруг уловил звук. Это был тихий, еле слышный шорох осыпающихся мелких камней где-то наверху. Инспектор напрягся. Рука рефлекторно потянулась к кобуре с ракетницей. На фоне темнеющего вечернего неба, на самом краю нависающей скалы, появилась массивная фигура. Это был огромный, заматеревший амурский тигр в самом расцвете сил. Его невероятно широкие плечи, массивный череп и яркая, почти пылающая в лучах заката полосатая шкура выдавали в нем абсолютного хозяина этой территории. Зверь грациозно и бесшумно, как тень, спустился по уступам, подошел ближе к краю обрыва и, внимательно наклонив тяжелую голову, посмотрел вниз, прямо на беспомощного человека. Дмитрий замер, перестав дышать. Сердце отбивало бешеный ритм, но когда тигр чуть опустил голову, в последних лучах солнца блеснули его янтарные глаза. И в этот миг, несмотря на колоссальную разницу в размерах и прошедшие годы, Дмитрий узнал этот взгляд. Тот самый шрам на шее, скрытый густой шерстью, и та самая посадка головы. «Амур», — пересохшими губами, едва слышно прошептал инспектор. Это был тот самый тигренок. Теперь перед Дмитрием стоял не испуганный комок шерсти, а идеальная машина для убийства весом в 300 килограммов. Но тигр не рычал, не прижимал уши и не готовился к смертоносному прыжку. Вместо этого Амур сел на краю обрыва, словно гигантский сфинкс, высоко поднял свою массивную голову и глубоко вдохнул. А затем из его огромной груди вырвался невероятной силой вибрирующий раскатистый рык. Это был не крик ярости, а призывный трубный глас владыки тайги. Звук был настолько мощным, что, казалось, завибрировали сами камни. Эхо подхватило этот рев и многократно усилило, прокатив по всему каменистому ущелью на десятки километров вокруг. Тигр замолчал, прислушался к тишине, а затем повторил свой клич. Он продолжал делать это снова и снова, с равными промежутками, словно методично подавая сигнал бедствия на языке дикой природы. Его могучий голос разносился далеко над засыпающим лесом, отпугивая любого хищника, который мог бы почуять запах крови Дмитрия. Тем временем на дальней станции инспекторов, где уже начали беспокоиться о невернувшемся вовремя напарнике, вышедший покурить дежурный замер. В морозном ночном воздухе отчетливо слышались необычные, повторяющиеся и очень настойчивые тигриные крики, доносящиеся со стороны чертова ущелья. Тигры редко ведут себя так шумно без веской причины. Заподозрив неладное и зная маршрут Дмитрия, команда немедленно собрала снаряжение, завела вездеходы и с включенными прожекторами выдвинулась к источнику звука. Поисковая операция заняла несколько часов. Уже глубокой ночью, ориентируясь на отражатели припаркованного УАЗа, спасатели вышли к подножию ущелья. Свет мощных фонарей
выхватил из темноты фигуру Дмитрия, зажатого между валунами. Он был бледен, находился на грани потери сознания, но был жив. Команда быстро развернула лебедки, аккуратно сдвинула камни, наложила шину на сломанную ногу и бережно погрузила инспектора на носилки. Когда Дмитрия уже несли к машинам, он попросил ребят остановиться на секунду и посветить фонарями на вершину скалы. Там, на самом краю обрыва, все еще отчетливо вырисовывался величественный полосатый силуэт. Амур, убедившись, что его человек в безопасности, в последний раз хлестнул хвостом по бокам, тихо фыркнул в холодный воздух и грациозно растворился в ночной тайге. Так иногда случается в суровом, непрощающем ошибок мире дикой природы. Память, благородство и глубокая благодарность зверя оказываются намного сильнее любых инстинктов и страха.